Где вы работаете? Я работаю в Одесском национальном университете в течение уже многих лет и получаю от этого большое удовольствие. Мгм. Какой ваш метод преподавания языка? Ну, как вы начинаете вот Ну, конечно, мы со начинаем с студентами? нуля. Это алфавит, естественно, это первые слова, которые и в письменном виде, и в устном виде, Какие и первые первые слова? фразы. Ну, классическая фраза — это Анна и Антон. Это Анна и Антон. да, это Анна, а это Антон, а это Анна и Антон. Это первое, что узнают наши студенты, все, что связано с буквой А. Ага, да. Вот. Это, конечно, смешно, но это, ну, вот так первая фраза. Это мама, это папа, это там бабушка, дедушка. Тема семья, конечно. Представьтесь, как вас зовут. Это мой папа, это моя мама, как зовут папу, маму. Конечно, это знакомство. Да. Первое, что мы делаем всегда в жизни. То есть это всегда коммуникация. Комму- Язык — это средство коммуникации, поэтому для чего я нужна студентам? Не для того, чтобы, конечно, там, ну, изучать какие-то очень-очень серьезные моменты языка. Это для филологов, для специалистов уже нужны. Вам нужны первые фразы. Вам нужно и Мгм. познакомиться, спросить, сколько вам лет, да, и где вы живете, откуда вы приехали. Это первые фразы, с которых мы начинаем уроки, естественно. И первые же диалоги — это всегда диалоги, которые направлены на коммуникацию. На Самое знакомство. главное, да, не только знакомство, любая коммуникация. Вот вы Мгм. в городе, вы спрашиваете, как пройти, как проехать. Это первый диалог, который изучают все иностранцы, которые начинают. Или сколько стоит, пошли там куда-то купить в магазин или на наш любимый привоз, где, кстати, говорят абсолютно по-другому. Там немножечко другой одесский язык. И уже не сколько стоит фраза тогда работает. И приходят мои иностранцы, спрашивают, а почему там как-то по-другому говорят. Я говорю, ну, потому что другая традиция. Например, Например, там уже спросят не сколько стоит, а почем. а Почем почем? Да, помидоры? И да. причем не скажут не помидоры, а помидора. Потому что такой вот у нас одесский язык, он немножко неправильный бывает у простых А. людей. Эм, Вы мне рассказывали про метод Цицерона. А какой, ну, какой этот метод? Метод заключается в том, чтобы запомнить слова, иностранные слова, конечно же, уложив их в определенную картинку, в определенную последовательность. Если это слова там, ну, типа там шкаф, цветок или там какой-то еще, ну, я не знаю, там фотоаппарат, да, вы сразу себе создаете картинку, что цветок стоит на шкафу, в какой-то красивой вазе, что вы это все фотографируете фотоаппаратом. Мы это представили, как бы создали эту маленькую картинку в своем воображении, и вы уже не забудете эти слова, потому что вы их связали друг с другом, связали еще и в какую-то фантастическую картину, уже вы ее где-то там представили, да, вот. То есть этот метод работает прекрасно. Часто его используют на уроках любого иностранного языка, когда нам нужно, допустим, запомнить ряд лексики по определенной теме. Ну вот комната, дом и так далее, да. Даже говорят, вот можно надписывать что-то, это еще один вариант этого метода, да. Вот все уже уложено в картинку, ванной или там гостиной, столовой, там чего-то еще, да. И вот все эти надписи, эти стикерс, да, Да. вот, которые вы сами подписывали, вот какой-то там, тут тарелочка, тут диван, все это расположили. Это, кстати, очень практикуется в интернете, в интерактивной форме. Это прекрасное задание, которое любят и дети, и взрослые. Создать комнату и эти надписи подтащить, grab, да, вот это Ага. называется, Ага. подтащить или стащить вот под каждый предмет. Вот. Или создать свою картинку тоже из разных предметов, описать ее и так далее. То есть это классная вещь вообще, когда человек. Это опять же работает ваше творчество, работает ваша фантазия. Вот тогда, когда вы включаете все виды вот какие-то, да, вот задействованы вашей активности мозговой, штурма этого мозгового, да, язык — это явная большая нагрузка, это штурм, конечно же, да, вот, и это прекрасно потом
получается у студентов. Они уже не забывают эти слова, вот, которые услышали, увидели и уложили в такую вот цепочку, да. Хорошо, понимаю. Ну, какую картинку вы создали в детстве? Вот мне нужно было запомнить слова мальчик, черепица, колено и пятак. Мы уже говорили, что пятак это 5 копеек, колено это ни, да, часть тела человека. Вот я создала картинку такую, что мальчик бежал за пятаком, который покатился по дороге. На дороге лежала черепица, он упал и разбил колено об эту черепицу. То есть эта картинка была создана, наверное, мной, я так понимаю, и, конечно, слова вложились, запомнились на всю оставшуюся жизнь. И так это очень многие слова, да. Вот, то есть это может быть любой вариант всего, что вы можете использовать на уроке фактически. Кстати, очень хороший еще метод, вот то, что я говорю, запоминать Да. язык, да, вот не только метод Цицерона, укладывая вот эти слова в какую-то картинку, да, но и, например, представляя себя в какой-то определенной ситуации, что вы герой фильма. Вы сами герой, не только вы слушаете что-то там, как там говорят или значит, снимают, показывают, да, но вы войдете в эту роль. Особенно это хорошо получается, когда это группа студентов. То есть вы входите в роль там, милиционера или продавца, пытаетесь копировать вот эту самую речь наших продавцов или там, я не знаю, там контролеров трамвая. То есть вот на уроке ведь тоже можно создать любую Роли, да? ситуацию, конечно. Дать вам роль, там, я не знаю, царя русского, да, Да. вот, или там девушки, чтобы она стала вашей там женой какой-то условной на уроке, да, вот, и вы можете эту сцену, кстати, я играла какую-то сцену с ребятами, даже мы какой-то театр показывали, как кто-то готовит еду и говорит, при этом обсуждает рецепты, вот, и результат этой вот нашей игры, это были какие-то печеницы, которые мы нашим гостям все это вручили, этот был театр на английском, кстати, языке мы это делали, это было здорово. И всем очень понравилось. Они только надевали даже какие-то особые костюмы, что-то там такое изображали, что они готовят, пекут. Как-то было так здорово и натурально, в общем-то, достаточно. Как хорошо. Да, приехали американские туристы смотреть на все, на эту сценку, и получили рецепт этого печенья и печенье как сувенир. Ну, хорошая идея, правда? Как хорошо. Ну так что, ну так учатся, ну у вас Да. студенты Ну да, вот университета, да? если это вот презентация, это ведь тоже роль. Мгм. Роль преподавателя, лектора в этом случае, Да, да? да, да. Какая-то вот такая ролевая игра, когда они сидят и всем рассказывают, а я сижу тихо и не вмешиваюсь ну, можно вопросы, конечно, задавать, но иногда не хочешь перебивать их, interrupt, перебивать, Да, да? да, 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 да. Вот. Ну и, конечно, каждый преподаватель языка это должен быть немножко актер, а может быть и больше, чем немножко, потому что нам надо показать иногда показать слово, иногда мы не можем перевести там тем же китайским студентам, мы должны, это та трудность, с которой мы постоянно сталкиваемся, мы должны показать это какое-то даже действие, например, как шутила одна наша преподавательница, она говорила, что я каждый раз камбоджийцам, Камбоджа, да, Да. там другой язык, это мы не можем его знать, английский они никогда не знали, мы не можем им показать, объяснить, вернее, перевести слово землетрясение. И я каждый раз показывала это как-то так, чуть ли не ложилась на пол и не показывала, как это Конечно. все трясет, понимаете? потому что Если мы это все- балет, то мы должны как-то двигать ногой и показывать, что, или там singing, там Да, что-то да, еще да, да, там. да, да. То есть это не всегда перевод помогает, потому что иногда человек это... И, кстати, это неплохо, потому что интернациональная группа – это здорово. Они не знают языка друг друга, и один язык только посредник – это русский. Да, да, И да, они да, да. должны просто высказаться друг другу, это тоже классная мотивация, да, вот, Конечно. когда это, допустим, испаноговорящие, франкоговорящие там, и англоговорящие сошлись, и еще китайские ребята там сидят, с ними вообще никто не знает ни одного английского слова, да, 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 вот, да, да. или плохо знает и все такое, вот тогда они, объединяющее звено, это, конечно же, русский язык, и он очень помогает им в общении. И быстрее всего они научаются в этом случае. Ну и все так получается.
И прекрасная игра тоже может практиковаться. Это вот это вот, как он называется, speed dating на английский, да, Да-да-да. по-английски. Да-да-да. Вот это тоже ведь можно сделать на русском Как? языке. Как? Ну как, вот садятся люди за столом, им за 5 минут нужно познакомиться. Мгм. На русском. Да. Хорошо, если это будут люди, которые не знают, допустим, английский вообще никак. Да, или там только на русском, или только на английском могут. Хорошо. То есть, чтобы у них была мотивация, самая главная мотивация в среде. Вас не поймут по-английски. Наши люди не знают английского языка in majority, да, в Да. большинстве своем. И Да. поэтому вам приходится или по-украински, или по-русски. 5 минут Да. нужно рассказать Да. всю жизнь свою. Да. Постараться. И Какие так, чтобы вопросы? Какие появился вопросы? контакт. Потом они меняются местами. Да. Какие вопросы? Имя, работа, там, род занятий, возраст, хобби. Ну, все, что обычно говорят о себе люди в начале знакомства, да? Мгм. Урок – это атмосфера. Урок – это должна быть очень доброжелательная атмосфера. Ведь если любой иностранец боится сказать, боится ошибок, боится каких-то своих погрешностей, что он не то скажет, его не поймут, какие-то комплексы начинаются и так далее. Вот. Если преподаватель создает атмосферу доброжелательности, то есть это доброжелательность – это friendly atmosphere, да, вот Да. на уроке, тогда это работает прекрасно, потому что его не ругают за ошибки, не ругают даже за невыполненное задание. Хотя это, конечно, я считаю неправильно. Как Да. преподаватель каждый, Да. надо выполнять все задания. Ну или по возможности хотя бы большинство из них. Да? То есть просто закрепляя, повторяя и так далее. Но атмосфера с чаем, с кофе, сразу же готовит человека к тому, что его встречают как гостя, а не как ученика, который должен всех бояться и сидеть в углу и ничего не говорить, потому что ему страшно. Вот. Он не должен бояться преподавателя. Мой метод только такой, что атмосфера, меня должны любить студенты. Да, любить. Хорошо ко мне относиться, потому что я к ним хорошо отношусь. Ко всем. К плохим студентам, к хорошим студентам. Я могу быть строгой на экзамене. Вот. Потому что я не поставлю человеку хорошую оценку, если он не сдал хорошо экзамен. Да, но это уже экзамен. Да. Кстати, и на экзамене можно создать такую же доброжелательную атмосферу, чтобы человек просто, вот ему нужно рассказать о себе. Что же он будет тебе рассказывать, если он тебя боится? Он скажет: здравствуйте, меня зовут Ангелос, и все. Вот, на этом наш разговор закончится, да, вот на экзамене нужно Конечно. выложить все это. То есть я должна глазами, мимикой, атмосферой какой-то любви, Атмосфера. дружбы, да, вот создавать все это микроклимат, чтобы он мне захотел рассказать. Ведь мы же, преподаватели языка, очень часто являются практически психологами, какими-то психотерапевтами. Нам столько всяких тайн рассказывают. Вы себе не представляете. О девушках, о каких-то отношениях, о каких-то семейных проблемах. Кто-то плачет. Даже в скайпе мне плакала девушка, что ее мама обидела. Я говорю: так, успокоились. Да. Вот. Как-то успокаивать, решать их проблемы. Даже вот такие вот вещи. И это тоже приходится. То есть приходится быть и психологом, и психотерапевтом, и преподавателем, и фонетистом, дефектологом, чем хотите, кем хотите. Вот. Это очень интересная задача, это сверхзадача, это твой мозг работает, твоя креативность включается. То есть ты уже здесь супергероиня Да. этого урока. Именно так. Да, к тому же, если ты угощаешь студента, даже вот чашечкой кофе, каким-то печеньем, ну, во-первых, многие сюда приходили, кто вот ко мне в дом приходили, студенты, ученики, они просто голодные иногда после занятий прибегали, вот, конечно, им Меня тоже какой-то, голодный, вот вы да, чай не им, видите. да, конечно, им иногда это очень помогало подкрепиться, чтобы просто уже не голодать и нормально Как мозг будто просто мозг встреча работает. между Друзьями фактически, да. Тогда тебе и по-английски расскажут, и по-русски тоже. Вот. Какой-то даже я кому-то делала фруктовый салат, чтобы они называли, что там находится. Что это яблоко, это слива, это виноград, и вот какие-то... Особенно дети такие вещи любят, естественно. Играем, поем на уроке. А вот песни, которые, кстати, не все взрослые, к сожалению, поют. Поэтому для них это представляет какую-то сложность, трудность, и они то ли боятся петь, то ли не могут, не умеют и так далее. Для нас интонация Интонация, да?
Ой, ну вы ее понимаете. Многие не так слышат это, не так Конечно. воспроизводят это. И у них получается плоская фраза на одном тоне. А это неправильно. Да. Фраза должна быть вот такая там, Как- когда ты как пришел, волны, да, да? да, 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 вот, то есть это с горочки спускаемся, когда ты пришел сегодня там из школы, вот Мгм, понизили там, Ага, допустим, ага, ага. или там в середине предложения нельзя так понижать интонацию, то есть это неправильно, там, когда мы сложное предложение делаем. Да, да, Ну, да. то есть какие-то вот такие моменты, это опять же, это только работа с преподавателем, Конечно. с записью, то есть вы слушаете, вы тогда это можете Это театр, как вы сказали, да? копировать, Это конечно, да, конечно. как актеры, да? Да, актеры, плюс их еще музыкальный... О, вот мы что, какой момент сегодня забыли говорить, что, как правило, люди с музыкальным слухом очень хорошо изучают язык. То есть они слышат эти нюансы, интонации, Да. звуков, у них особые какие-то ушки и так далее. То есть они, те, кто хорошо поют и музыкальны, для них язык это вообще беспроблемно. Конечно. Просто беспроблемно. Вот, поработать и все получится. Что вы, ну, больше всего любите в Одессе? Я Да. в Одессе, одесситов, конечно. Ее улицы, конечно, потому что когда сюда возвращаешься из какого-то другого города, чувствуешь себя вот как, вы знаете, вот есть ощущение, ты в какой-то классической обуви неудобной такой, Да. да, вот на каких-то каблучках где-то ходишь, Да. ходишь, а потом ты расслабляешься и сидишь в тапочках на мягком стуле. Да, даже пусть это будет маршрутка, даже пусть это будет какая-то пешеходная улица не совсем удобная. Но здесь комфортно, потому что это родной город. Одесса – это русскоязычная среда, это русскоязычный город. Конечно, здесь говорят и по-украински, и по-молдавски, и на идыш, и на иврите, и на каком угодно языке. На греческом, кстати, до сих пор говорят люди. И это, конечно же, прекрасно, потому что мы многонациональный город, и мы умеем дружить с разными людьми, то есть мы понимаем их, как кто-то недавно писал в интернете, что мы отмечаем Новый год несколько раз. Сначала мы отмечаем Новый год с католиками, Да. потом мы отмечаем Новый год, свой официальный праздник, который вот 31 числа, да, Новый год, Рождество, извините, может быть, я неправильно называю эти Да. праздники. Потом, да, сейчас мы отмечали еврейский Новый год. С удовольствием, конечно же, все, у кого есть друзья, поздравляли друг друга, и пили вино, и ели то, что положено есть на еврейский Новый год, всякие интересные там угощения и так далее. То есть это всегда какая-то вот взаимопроникновение. Мне рассказывали, что вы очень любите Петербург. Да, я люблю там в Петербург. семье, ну, в вашей семье, ну, Там многие учились в Петербурге, да? Да, моя семья действительно очень, ну, практически вот бабушка, дедушка очень многое связано, они там учились в военно-медицинской академии, стали очень хорошими врачами, очень хорошими хирургами, именно военными хирургами. Это очень серьезная профессия, естественно. Вот, и моя бабушка, вы понимаете, этот город, который, ну, просто он заряжает своим каким-то духом культуры, какого-то духовности, вот такое вот желание ходить в театр, в музей. То есть это город-музей фактически, да, то, что вот там невозможно вести себя некультурно. Я никогда не видела там человека грубого. Вот, и поэтому, видимо, им тоже это все понравилось, они были воспитаны в той атмосфере. Да. Потом они жили в России, и маму, конечно, мою послали учиться в Петербург, тогда он назывался Ленинград. И она училась в университете, стала тоже филологом, потом долгое время работала с языком, и, конечно, я от нее очень много получила, и русского языка, и какой-то культурной вот такой вот, как мы говорим, закваски. Закваска – это как вот в тесто мы делаем, там дрожжи, там сахар, соль и все такое. Вот это закваска такая от нее, этой культуры. Никогда не было грубых слов в семье, была атмосфера дружелюбия и очень большого веселья. Нам было всегда весело вместе. Ошибка очень прекрасна. Да. Невозможно так сказать. То есть очень прекрасно это слишком большая Да. степень качества. Да. Прекрасно это уже
superlative degree, да, то есть это превосходная степень. А очень прекрасно, это как масляное масло, сахарный сахар. Это Понятно. неправильное вообще использование. Или еще тебя обожаю, очень обожаю. Ну да, это тоже это не слишком, да? Нет, так как- слишком. Просто обожаю. Я вас Да. обожаю. Раньше, Прекрасно. да, обожаю молоко. Но когда-то нам в школе говорили, что нельзя так говорить. Нельзя говорить обожаю молоко. То есть обожать можно человека. Как в английском нас приучили, что можно love a person, but Да. not a thing. Да? Вещь. Что такое подрабатывать? Это не главная работа, Да, просто немножко в свободное время зарабатывать, зарабатывать немножко денег, просто чтобы прожить, да, как-то вот на Подрабатывать, жизнь, да? подрабатывать, да. Вот, то есть Хорошо. главное это работа, а это подработка. Так, в свободное время что-то, как уроки частные, да. Понятно. Какой-то moonlight бизнес называется, да. Вот. Что это такое? Яичница по-бирмингемски. Да, что это такое? Сейчас. Мы берем сковородку, Мгм. мы берем масло. Так, и мы берем хлеб. Нам нужны 2 куска хлеба. Мгм. Да, ребята, достаточно русского языка. Сейчас будем готовить, Да. потому что мы уже голодны. Да, мы очень проголодались. Проголодались, это значит we started be hungry, да? Ага, проголодались, да? Got hungry. Мы делаем вот такие окошки в хлебе. Мгм. Рецепт мне подарила моя очень-очень хорошая приятельница. Звали ее Вера Николаевна. И это было дежурное блюдо ее семьи, когда вот надо было быстро что-то организовать, семья большая, и начинали искать, что же нам приготовить. Мгм. Вот. Это все быстренько готовится, да? Да, быстренько готовится, раз, два, три, и вы уже сыты. Мгм. Вот. Значит, мы туда льем маслице. Да. Да. Окошки вот эти вырезанные тоже пойдут в дело. Мгм. И вот это, смотрите, значит, нам надо поджарить так и так. Да, Да, с одной стороны, потом перевернуть. хорошо. Как вы уже поняли, наверное, да, туда пойдет яйцо, Да, понял, конечно. да? Да. Вот. Включила я газ. Да, можно даже побыстрее это все дело. Вот пошло туда яйцо. Оп. Раз и два. Ага. Так аккуратненько, чтобы... Почему называется яичница глазунья? Слово глаз. Да? Вот. Сейчас еще. Да, это как глазки, да? Да, как глаз. Глазунья. Как по-английски глазунья? Еще раз, как называется рецепт? Яичница по-бирмингемски. Город такой, Бирмингем, да? Ага, ага. Чуть-чуть солим. Да. Солим, солим. Кстати, вот еще интересно, что у нас есть подвижное ударение, как слова Да. свекла и творог. Ага. Некоторые говорят свекла, некоторые свекла. И это Да. правильно. Мгм, мгм. И то, и другое. И творог, и творог. И это тоже правильно. Понятно. То есть в словаре так и указывается. Возможны 2 варианта произношения этого слова. Ага. Вот и все. Ну вот так. Вот сейчас мы берем эту яичничку, Да. кладем, она уже доспела там в этом. Быстренько и вкусненько. Быстренько, вкусненько. Нож, вилка. И поехали. Отлично. Держите. И приятного аппетита. Да. Нина, спасибо вам большое. Мне было очень приятно с вами разговаривать. Спасибо за этот интересный и приятный разговор. И еще благодарю за перекус. Было все очень вкусно. Спасибо вам огромное. Не за И я хочу повторить, что Нина преподает русский язык по интернету, по скайпу. Так что обращайтесь. Спасибо вам огромное еще раз. Не за что. Да. Не за Спасибо. Да. Всем пока.